Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня вот из таких красивых слонимских ниточек цвет горчица, очень мне цвет этот нравится. Остался небольшой клубочек, и я решила его не выкидывать, а применить в дело и связать такие вот симпатичные следочки, которые вяжутся очень просто, очень быстро, запоминаются легко. Узор несложный, но симпатичный. Будем смотреть. У меня красивые слонимские ниточки, такая горчичка, очень приятный цвет. 400 метров 100 грамм, крючок 2,75 в кольцо. Нам нужно набрать 1, 2, 3. Это столбик с одним накидом. Всего набираем 11 столбиков с одним накидом. 3, 4. Потом замыкаем в кольцо. 5. Набрали 11 столбиков с одним накидом. Затягиваем ниточку соединительным столбиком в самый первый столбик. Соединяем. Теперь наша задача из 11 столбиков провязать 22. В первом столбике провязываем 3 воздушные петельки. Это столбик у нас. И второй столбик. И в следующем столбике провязываем 2. И в каждом столбике провязываем 2 столбика. У нас получится 22 столбика. Потом в третьем ряду мы точно так же в каждом столбике провязываем по 2. 2, 2, 2. Должно получиться 44. 44 столбика мы провязываем по кругу, ничего не добавляя, 3 рядочка. И потом начинаем вязать очень симпатичный узор. Вот такая основа получается у нас. Даже 7 рядочков у меня получилось всего. Теперь начинаем вязать узор. 3 воздушные петли подъема. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки, 2 столбика пропускаем и еще 3 столбика вяжем. 1, 2, 3. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Внизу пропускаем 1, 2, 3, 4 в 5 столбик. Вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 1, 2, 3, 4 столбика. В 5 вяжем столбик с накидом 1, 2, 3, 2 воздушные. Внизу пропускаем 2 столбика и вяжем столбики. Тут уже у нас получается узор. Просто столбики. Вот это у нас узорчик будет впереди на ножке. Вот. С такими окошечками. Вяжем по кругу до наших столбиков. Довязали стопу или ряд до конца соединительным столбиком. Первый столбик соединяем, вяжем опять 3 воздушные петли подъема, столбик с одним накидом 1 и 2. Также повторяем 2 воздушные петельки. Дорожка у нас будет с одной стороны и с другой всегда одинаково. 2 воздушные петельки и 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2. И в центре галочки вяжем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
и 8. 8 провязали. 2 воздушные петельки. И наша дорожка. 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. И стопа. Вяжем просто столбики. Первый ряд узора провязали. Столбики провязали. Идем дальше. Опять у нас идут 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Теперь одну воздушную петлю вяжем и столбик и воздушная петелька. В каждый столбик мы вяжем также столбик и между ними воздушная петля. До конца ряда. Вернее, до конца наших столбиков довязываем. И воздушная петелька. Также у нас идут 3 столбика, то есть вот эти вертикальные дорожки, они у нас все время идут. 2 воздушные петельки и просто столбики. Вяжем просто столбики на стопе нашей до конца ряда. И последний ряд узора у нас получается, смотрите, галочка, 8 столбиков с одной воздушной петлей и просто столбики. 3 столбика провязали, воздушных петель мы не вяжем, а просто в столбик вяжем столбик и между. Вот 4-й ряд узора. И со следующего рядочка мы просто повторяем. Просто повторяем все наши ряды. Провязываем узор. Провязали и просто идут столбики. Наши вертикальные полосочки. Две воздушные и столбики. Вот. Узор мы с вами провязали. Теперь вот такой узор. В следующем ряду мы начинаем повтор узора ровно по центру, в центральный столбик. Мы провязываем вот такую галочку. Столбик, 3 воздушные петли, столбик. Как это выглядит? Выглядит таким образом. Вот один узор я связала, второй узор связала, третий. В третьем вот эта вот длина получилась у меня до пяточки. Довязываем, получается, 1, 2, 3 узора. И начинаем вязать пятку. Пятку будем вязать туда и обратно. Вот я довязала. Но я думаю, что я еще доберусь вот до этого столбика. И потом от одной арочки до другой арочки буду вязать 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем просто столбики с одним накидом туда и обратно. Там, где у нас нет центральный узор. То есть мы можем поставить маркер вот в этот столбик и вязать от начала до конца туда и обратно. Центральный узор мы с вами не берем, он у нас остается таким красивым. Вяжем пяточку на длину примерно с рядочков 10 обычно у меня уходит. У каждого своя пряжа, толщина и размер ноги. Провязала туда и обратно 10 рядочков. И вот получилась
Такая красота. 3 раппортного нашего узора и пяточка. Потом выворачиваем на изнаночную сторону обе стороны следочка и сшиваем. Я сшиваю обычно просто столбиком без накида, притягивая ниточку через 2 стороны столбиков, с этой стороны и с другой стороны. Вот наш шовчик, и мы начинаем обвязку вокруг щиколотки, то есть по кругу. Воздушную петельку сделали, за сам столбик провязываем полустолбик, и между столбиками тоже провязываем полустолбик. Потом за столбик примерно, здесь нет такой точности, но примерно на равном расстоянии надо обвязать весь ряд полустолбиками, а потом еще ряд столбики без накида. И наш следочек будет готов. Я провязала рядочек полустолбики, вот все получается, чуть уменьшила расстояние и посимпатичнее смотрится. И начала ряд столбики без накида, а там, где у нас узор идет, я хочу связать пико. Что такое пико? Так, сейчас мы ниточку соберем. Что такое пико? 1, 2, 3 воздушные петельки, 2 петли провязываем вместе. Вот наше пико. Вяжем 1, 2, 3. 3 столбика без накида и еще пико. 1, 2, 3. Для чего? Просто для украшения. Не по всей нашей обвязке, а только впереди, там где узор у нас. 1, 2, 3 и пико. И будет вот так симпатично смотреться. И получился вот такой симпатичный следок. Такая вот обвязочка. Узор несложный, но симпатичный. Особенно, когда у нас клубочки валяются без дела. А тут можно связать, подарить кому-нибудь. Надеюсь, видео вам понравилось. Оно будет полезным. Это будет здорово. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Мы смотрим и вяжем вместе со мной. До новых встреч!